Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас будет вторая рука клиентки, которая делала ноготочки самостоятельно. На второй руке мы будем делать не менее интересный дизайн, чем на первой. Ссылочку на первую ручку оставлю для вас в описании, для того, чтобы вам было проще ее найти. На второй руке у нас, в принципе, те же самые этапы подготовки. Все то же самое. Мы стараемся собрать материал таким образом, чтобы у нас получились стройненькие, красивенькие квадратики. Как это мы будем собирать, я вам рассказывала в прошлом ролике. Дизайн сегодня у нас будет очень простой, очень быстрый, ни к чему не обязывающий, но в то же время он будет выглядеть потрясающе красиво. Поэтому, чтобы я не повторялась, оставайтесь здесь, не переключайтесь, залипайте. Очень интересно все выглядит. Если вы знаете, что я делаю в данном этапе, то, конечно же, пишите в комментариях порядок работы. Я буду вас проверять, это будет вам контрольный срез знаний. А я же тем временем хочу поблагодарить всех моих зрителей, всех вас за то, что вы очень активно ведете себя в последнее время на канале. Ваши комментарии, ваши лайки – это очень ценно. Я вас безумно за это люблю. Если вы у меня новый зритель на канале, не забудьте подписаться, не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые ролики. Ролики выходят регулярно, каждый ролик интересный. Я стараюсь в каждом ролике раскрыть что-то новенькое, что-то необычное для вас. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и мы будем с вами видеться регулярно. Мы же тем временем выкладываем полигель. Обратите внимание, я заузила боковые стеночки для того, чтобы создать красивую форму квадрата, для того, чтобы боковые стеночки у меня были выложены новым материалом. Обратите внимание, как я выкладываю материал, как я его распределяю на новые боковые стеночки. Это вот прям, знаете, если вдруг кто-то не знает, куда смотреть, я вот даже подсказываю. Не то, что подсказываю, осталось только прожевать и проглотить. Выкладываем наш ноготочек. Если где-то нам не хватает материала, добавляем. Если где-то очень много, убираем, потому что полиматериал позволяет с собой играться таким образом. В данном случае у нас вниз клюющие ноготочки, поэтому нам нужно поднять кончик этих ногтей, поэтому на кончиках у нас получается огромная гора материала. Именно за счет этой горы кончик у нас будет подниматься. Ну и как обычно опил. У меня на канале есть ролик со схемой опила формы квадрат. Есть ролик со схемой опила формы миндаль, кстати, тоже. Напишите в комментариях, кто их смотрел, потому что на самом деле просмотров что-то там не очень-то и много было. Мне было удивительно, особенно на квадрате, такое впечатление, как будто никто его так и не посмотрел, и он прошел мимо моих зрителей. Как я люблю последнее время, излишки материала мы собираем в фрезу и потом допиливаемся пилочкой. Пилочкой нам остается допилиться буквально немножечко, это происходит все очень быстро, совершенно не заморочено, и у нас квадратик получается именно тот, который я люблю. А напишите в комментариях, ну вот по-честному, положа руку на сердце, у вас получаются худые квадраты или квадраты все-таки слегка беременные? Если я увижу в комментариях, что очень много мастеров борются с проблемой беременности у квадратов, я вам как-нибудь сниму ролик, где покажу, в каком именно месте прячется зародыш. В общем, как обычно, посмеялись, теперь переходим к дизайну. Это самая любимая моя часть процедуры, поэтому на этом месте начинаем кайфовать все дружной толпой. В данном случае ноготочки я планирую сделать под зеркальную втирочку. Поскольку зеркальная втирочка требует к себе определенного отношения, очень вкусно, очень сочно она смотрится на черной подложке, соответственно, мы наносим мой любимый черный однослойный гель-лак. Тот гель-лак, который в один тоненький слой дает красивый черный цвет, без разводов, не нужно заморачиваться, в общем, не нужно ничего делать, ссылку оставлю в описании, как обычно, загляните, если кто-то ищет такой материал.
Главное, зачем нам необходимо проследить в данном случае, это, конечно же, за ровностью поверхности, потому что любой изъян, любой какой-нибудь маломальский косяк в просушке, какая-нибудь пылинка, прилипшая на цвет, какая-нибудь мусоринка испортит нам все ощущение, ее будет видно под втиркой сразу же. Основные пальчики под дизайн покрываем белым цветом, на них мы будем тоже делать литье пигментами, поэтому нам необходимо прокрыть цвет и прокрыть финиш, поэтому я не покрываю пальчики финишем остальные, потому что жду, когда просохнут белые. Итак, перекрываем финишем наши ногти. Финиш у нас без остаточной липкости. Покрываем его опять же с выравниванием, для того, чтобы поверхность была максимально ровненькая. Просушиваем финиш в лампе буквально 10 секундочек и на него натираем пигментик. Пигментик натирается сразу же в зеркало, если можете обратить внимание, то где-то там я даже отражаюсь. На белых ногтях мы будем делать пигменты в литье не в полное покрытие, а дизайн будем делать при помощи пигментов. Поэтому бафим поверхность финиша. Если мы не забафим, то пигмент у нас влипнет в безлипкую поверхность финиша и там останется. При этом, если бы мы нанесли матовый топ, это бы не помогло, никак не спасло бы ситуацию, потому что в матовый топ пигмент тоже замечательно втирается. Мы красочкой без остаточной липкости, черной краской рисуем те элементы, которые будут у нас под литье. В данном случае это вот такие вот маленькие черные мазковые цветочки, которые мы затрем пигментом, и они перестанут быть черными, а станут волшебными. На этом же этапе, до того, как поместили ручку в лампу, добавляем линий на фон нашего дизайна. То есть мы сразу же выполняем всю работу, которую хотим потом превратить в металлизированное покрытие. Итак, до этого было все понятно, все было привычно. В принципе, мы все поняли, да? Что же теперь здесь происходит? Мажем черным по черному. Смотрите, девочки, как я говорила, пигмент подчеркивает любую мусоринку, любую даже самую минимальную огрешность в покрытии. Для того, чтобы наши цветы получились более интересными, мы берем и делаем специально им на лепестках те огрехи, которые подчеркнет пигмент. То есть я объемным 3D гелем делаю вот такие вот объемные капельки в лепесточках. Пигмент вотрется, все эти капельки проявятся, и будет такое впечатление, как будто цветы у меня чеканены из металла. То есть на нем появится, на каждом цветке, на каждом лепесточке появится еще и дополнительная фактура.
Соответственно, цветочки заиграют, будут очень интересно смотреться, и в любом случае это просто необычный эффект. И этот эффект можно применять в разных дизайнах, можно записать эту технику себе и потом воспользоваться в миллионах разных случаев. Затирать мы решили тоже не в один цвет, а поиграться с оттенками. Серединку цветочков я набираю темно-красным пигментом, а краюшки лепестков возьму, сделаю вот таким же розовым, которым затерла все свои ноготки. Получится такой себе переход цвета в цветочках. Он, конечно, не очень читаем, но тем не менее все равно цветочек будет смотреться объемнее. В данном случае розовый пигмент затираю не над баночкой, для того, чтобы частички красного пигмента не попали в мой розовый, иначе получится каша. Обратите внимание, как проявляется фактура. Это становится очень интересно. Я очень люблю вот такие вот фактурные дизайны. Они безумно красиво смотрятся. И самое интересное, что теперь даже если покрыть финишем, даже если полностью выровнять поверхность, даже если запихнуть вот такого плана цветочки в аквариумный дизайн и перекрыть их, заровнять полностью и запилить, они все равно будут смотреться объемно благодаря вот такой вот втирке пигментами. Нам же остался минимум. Украшаем серединку цветочков стразами, добавляем маленькие беленькие веточки на фон для того, чтобы добавить фактурности нашему фону. Итак, вот такие ноготки у нас получились. Очень красивые, очень здоровские, объемные, фактурные, волшебные, вживую блестят просто нереально. Надеюсь, вам сегодня с нами понравилось. Надеюсь, что-то интересное новое вы для себя открыли. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!